Привет! У меня для тебя есть отличная новость. Похоже, что я нашел идеальные внутриканальные наушники. По крайней мере, абсолютно все, что ты, скорее всего, хотел бы видеть в таком форм-факторе, есть в модели Feel T1XS. И единственный минус данной модели, который может для кого-то стать существенным, это то, что наушники пока выпущены только для китайского рынка, со всеми вытекающими. Фирменное приложение имеет только китайский язык, а также непосредственно подключение к смартфону сопровождается кратким женским монологом на все том же китайском языке. Во всем остальном же это просто прекрасные беспроводные наушники. Поставляется T1XS в белой коробке из плотного картона с цветными текстурными рисунками. Внутри тебя встретит зарядный кейс с уложенными в него наушниками и бумажное руководство пользователя, под которым в свою очередь лежит пластиковая проставка с аксессуарами. Здесь у нас набор силиконовых насадок с упорами, комплект сменных амбушюр и провод для зарядки USB Type-C. Определенно, эта комплектация на твердую пятерку с плюсом, особенно если взять во внимание тот факт, что комплектные амбушюры мне идеально подошли, что очень большая редкость. Они мягкие и эластичные, и за счет этого наушники в моих ушах сидят как влитые. Что же до насадок с упорами, то тут все просто. Если вдруг тебе не нравится такое решение, как в принципе и мне, то тут подумали и об этом. В комплекте имеются и обычные силиконовые кольца без этих специальных ушек. Зарядный кредл очень миниатюрный. Конечно, не самый маленький, что был у меня в руках, но тут пальму первенства у Blitzwolf VU5 отобрать будет сложно. И тем не менее, габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 66 на 25 и на 30 мм соответственно, а вес у него всего 29 грамм. Сам по себе кейс глянцевый и выполнен из качественного пластика. В моем случае снаружи он полностью белый, а все внутреннее убранство выполнено в серых тонах. В продаже также имеется и полностью черный вариант с матовой внутренностью. На передней стороне имеется единственный светодиодный индикатор состояния, который горит разными цветами в зависимости от статуса. Сзади под петлей расположили разъем USB Type-C. Время полной зарядки кейса составляет 1,5 часа. Помимо всего прочего, он обладает способностью быстрой зарядки наушников. За 5 минут нахождения их внутри можно получить 1 час проигрывания музыки, что довольно неплохо, если вдруг наушники сядут в дороге. Время же полной зарядки самой гарнитуры составляет 40 минут. А вот автономность здесь очень даже не дурная. На одном заряде при 100% громкости, которой я скажу тебе здесь с огромным запасом, они отыграли у меня 4 часа и 16 минут. Самого кейса приблизительно хватает на 3 полноценных цикла восполнения энергии. Но самое интересное, как ты понимаешь, кроется в самих наушниках. Несмотря на, казалось бы, довольно обычный их вид, дополнительных функций здесь добавили как надо. Первое – это датчик расположения, по которому происходит автопауза, когда вынимаешь один из уха. Работает это в обе стороны, причем сам сенсор здесь установлен какой-то необычный. Он реагирует именно на положение наушника в пространстве. Если положить их горизонтально, то музыка останавливается, и если повернуть вертикально, то начинает играть. Подобного в других наушниках я еще не видел. При всем при этом в фирменном приложении можно настроить чувствительность этих самых датчиков под себя. Вторая интересная особенность – это режим прозрачности, который можно активировать зажатием сенсора на любом из наушников. Во время его работы встроенные микрофоны транслируют все, что происходит вокруг. Спортсмены, бегуны и велосипедисты точно это оценят. Ну и третья составляющая успеха – это полноценное управление функциями мультимедиа. Как и в случае со вкладышами Feel CC, которые не так давно были у меня на обзоре, данную опцию необходимо активировать в фирменном приложении Feel Plus, после чего тебе будет доступно полноценное управление. Двойное касание в режиме воспроизведения отвечает за плей-паузу, а в режиме звонка можно ответить на вызов или завершить разговор. Переключение треков зашито на правый наушник, одинарный тап вперед, тройной назад. Та же картина и с управлением громкостью, но только на левом наушнике. Одинарное касание в плюс, тройное в минус. Сенсор отрабатывает корректно и очень отзывчивый. Помимо всего прочего, на главной странице приложения можно посмотреть уровень заряда кейса и каждого из наушников. Второй раздел программы отвечает непосредственно за звук. Здесь имеется встроенный эквалайзер и быстрые пресеты, которые в свою очередь действительно меняют звучание под тебя. Если любишь больше баса, то выбираешь бас и кайфуешь от низов. Нравится ровное звучание, включай Original. Хочется преобладания верхушек, тогда тебе на Treble. Что же касается самого звука, то он здесь просто великолепен, причем наушники подойдут для любого жанра музыки. В них очень чистое звучание по всем частотам, даже на максимальной громкости, хоть я и уверен, что на 100% слушать их будут единицы. Звук передается посредством аудиокодека AAC, помимо которого также есть стандартный SBC.
Feel T1XS выдает очень глубокий, обволакивающий бас, в котором ты просто утопаешь. Приятные средние частоты просто созданы для вокала и раскатистых партий арпеджио в электронных композициях. Ну и апогеем всей этой замечательной звуковой картины выступают четкие, хлесткие и выразительные верха. В общем, как ты понял, от звука я остался в полнейшем восторге. И если до сего момента одними из лучших наушников в данном форм-факторе я считал Sabath E12 Ultra, то теперь лично для меня появился новый лидер. Это Feel T1XS. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как они работают в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Проверяем работу микрофонов в наушниках Feel T1XS. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Собственно, сейчас буду открывать окна на полном ходу, и мы будем слушать, как работают шумодавы в данных наушниках. Вот сейчас открыл я окна, и вот таким образом вас будет слушать собеседник, если вы будете разговаривать с ним по этим наушникам. Ну и как повелось, второй тест с печкой. Сейчас буду прибавлять волюме в печке, и будет создаваться некий искусственный такой шум, и вы сможете услышать, как отрабатывают шумодавы именно в таких вот условиях. Сейчас вот на двоечку, на троечку и на четверочку. Максимум шума мне выдает печка, максимум тепла, и вот так вот вас будет слушать собеседник, если вы вдруг зимой будете разговаривать по этим наушникам и греться на полную. Подключение к смартфону происходит по интерфейсу Bluetooth 5.0. Для этого необходимо достать их из кейса. Главного здесь нет, можно пользоваться как одновременно двумя, так и любым из них по отдельности. В наушниках поддерживается режим низкой задержки, который можно включить на третьей вкладке приложения. При его активации появляются 3 иконки на выбор – игры, музыка и видео, и в зависимости от задач можно включить какой-то из них. Опция реально рабочая, и в игровом режиме задержки настолько минимальны, что ты этого вообще не замечаешь. В PUBG Mobile играть очень комфортно, все всегда под контролем, любой выстрел, любой шорох, все слышно вовремя. На YouTube в режиме видео все так же прекрасно работает, отставание звука не слышно от слова совсем. По стабильности соединения нареканий у меня также не возникло, на открытой местности они спокойно держат расстояние в 20 с лишним метров от смартфона. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Наушники Feel T1XS получились очень удачными по всем параметрам. Давно я не держал в руках столь безупречную гарнитуру. И насколько я понял, это не что иное, как улучшенная версия модели T1X. По крайней мере, на странице производителя указано, что они учли все пожелания пользователей первой модели и воплотили их в жизнь в обновленной S. Оттого теперь появился компактный зарядный кейс, режим прозрачности и датчики присутствия. Разумеется, на вкус и цвет единого мнения быть не может. Кому-то, допустим, не понравится их дизайн или, к примеру, отсутствие беспроводной зарядки. Но чего точно у этих наушников не отнять, так это их великолепного звучания. В общем, своим мнением я поделился, и на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.